Итак, родные, я приветствую нас всех на сегодняшней медитации. И как всегда, мы с вами вступаем в нашу очередную световую работу с настройки. Давайте с вами пожелаем настроиться на свои сердца, расширить наше сияние, полностью сгармонизироваться, заполнить все свои поля и пространства энергиями чистой безусловной любви и настроиться на энергии канала. Давайте же, родные, поприветствуем друг друга, дабы обновить наши многочисленные связи, мосты, множество разных структур, что объединяют нас в единое поле сияющих сердец. Как и приветствуем мы все души Земли, всех существ. Конечно же, мы направляем нашу любовь и приветствие Гайе, обнимаем ее нашей любовью, благодарностью, настраиваемся с ее центральным планетарным кристаллом. Конечно же, мы настраиваемся, приветствуем ее плотное тело во всем его многообразии и красоте. Мы приветствуем с вами царство минералов, царство растений и животных. Приветствуем всех природных духов. Приветствуем все живое на Земле, объединяясь, настраиваясь в любви. Конечно же, мы приветствуем и саму материю, приветствуем и настраиваемся с первородными огнем и водой. И, конечно же, мы вновь настраиваемся, направляем наше внимание на триединство полярности и плотной материи, а значит и на священное триединство, на священный ключ триединства Отца, Матери и Дитя. Так, родные, мы с вами настраиваемся на проявление мужского аспекта, проявление Божественного Отца. Мы настраиваемся с первоэлементами огня и земли, настраиваемся с их сакральными формами. Это тетраэдр и гексаэдр. Мы также настраиваемся по левому полушарию мозга и настраиваемся по элементарной частице протону. Далее, родные, мы с вами настраиваемся с проявлением божественной женской энергии, с проявлением божественной матери. Мы настраиваемся с первоэлементами воды и эфира, имеющих форму икосаэдра и додекаэдра. Мы также настраиваемся по правому полушарию мозга и настраиваемся с элементарной частицей электроном. Далее, родные, мы с вами настраиваемся, приветствуем третий аспект священного триединства, это аспект дитя. И мы с вами настраиваемся с его проявлениями, мы настраиваемся с первоэлементами воздуха и сферой творения, настраиваясь
сакральными формами октаэдра и сферы. Также сонастраиваемся по мозолистому телу, мосту между левым и правым полушариями мозга. И сонастраиваемся по элементарной частице нейтрону. Так, сонастроившись, проводя эти сонастройки, мы с вами усиливаем единство и взаимодействие всех этих элементов, взаимодействие элементарных частиц, всех сакральных форм, первоэлементов, работу полушарий мозга, мозолистого тела, как усиливается непрерывно, все продолжает углубляться священное триединство Мать, Отец, Дитя. Далее, родные, давайте пожелаем снастроиться и с прекрасными тонкими полями, что окружают Землю и поддерживают жизнь, сознание любви и света, свет на планете. Итак, родные, мы с вами приветствуем, настраиваемся с решеткой 144 и с полем Христа сознания, что поддерживает сознание любви и единства. Мы приветствуем с вами Христа, Марию, приветствуем всех учителей, владык, как и приветствуем наши высшие космические аспекты, настраиваемся с ними в любви и радости. Мы также, родные, приветствуем и настраиваемся сетями сознания святых. Мы приветствуем и сети Богородиц, как и приветствуем мы сети сознания Будд и сети сознания Кришна-Вишну. Мы также обновляем нашу сонастроенность с магнитным и гравитационными полями. Мы также сонастраиваемся и с полями Меркаба, Меркивик. Сонастраиваемся с полем Меркива и Меркита. И мы продолжаем, родные. Мы далее приветствуем, расширяясь уже на нашу Солнечную систему. Мы приветствуем с вами Солнце, приветствуем его в троичности. Мы приветствуем Бога Ра и двух молодых богов Ра, души Солнц форматов 3.2 и 3.4. Приветствуем множество богов, что несут свое служение на Солнце. Приветствуем и все солнечные логосы, настраиваясь на энергии, идущие через этот прекрасный портал Солнца. Мы приветствуем с вами и Майтрей, солнечных патрисов, и других прекрасных существ, сознаний, которые несут свое служение на солнечных логосах. И также мы настраиваемся с аспектом Солнца в звезде Надежды, столицы мира. Это целостность сотворения в обновлении. Мы приветствуем и настраиваемся с другими планетами нашей Солнечной системы в троичности. Мы приветствуем с вами Меркурий в троичности, настраиваемся с ним в свечении новой божественной природы. Мы приветствуем Венеру в троичности, приветствуем Санакумару, Леди Венеру и Хатторов.
Настраиваемся с Венерой в энергиях нового звучания жизни. Мы приветствуем вновь Землю в троичности, настраиваясь по лотосу жизнетворения, как и приветствуем Марс в троичности, настраиваясь с ним в божественном принятии. Мы приветствуем с вами Юпитер в троичности, настраиваясь по новому божественному сотворению. Приветствуем и настраиваемся с Сатурном в троичности. Настраиваемся в энергиях миролюбия. Мы также приветствуем с вами планеты, души планет, таких как Уран, Нептун, Плутон и Харон, с великой любовью и благодарностью, ибо они несут важнейшее служение, расширение связей столицы мира со всем космосом, с более высокими уровнями. Далее, родные, мы с вами расширяемся на все космосы, приветствуем все космические просторы, приветствуем все космические цивилизации, все космические сети. Конечно же, мы усиливаем нашу сонастроенность с ними через обновленные сонастройки с нашими космическими кураторами, сонастраиваясь по космической звезде Надежды. Итак, родные, мы с вами приветствуем и настраиваемся с плеядами, гармонии, мудрости и целостности в сотворении нового. Приветствуем кураторов Сириона в энергиях созидающей веры и божественного принятия. Приветствуем кураторов Сириуса в крепости единого духа, усиливающей звучание новой жизни. Мы обновляем сонастройку с Арктуром в расширении сознания, любви и лотоса жизни творения. Мы приветствуем кураторов Сведи, настраиваясь на единство в любви и созидании для нового звучания жизни. Как и приветствуем мы кураторов с Лебедя в энергиях созидающей гармонии миролюбия, в свечении новой божественной природы. Далее, родные, давайте пожелаем сонастроиться и с единым божественным сердцем нашей галактики Млечный Путь. Далее, родные, мы продолжаем, и мы приветствуем с вами прекраснейших богов-творцов. Мы приветствуем с вами вновь наших божественных родителей, приветствуем наших божественных отца и мать, вновь вспоминая и усиливая священный ключ триединства Мать, Отец, Дитя. Конечно же, мы приветствуем множество других божественных сознаний, мы приветствуем пантеон богов Будд и пантеон богов Кришны, Вишну. Как и приветствуем мы множество других богов. Это пегасы, кентавры, единороги, это и разнообразные прекрасного образа птицы, драконы. Мы приветствуем множество новых богов, которые спускаются в плотные космосы. Подчас их формы неописуемы для нашего земного ума. Но сердцем легко настроиться и поприветствовать со всеми божественными сознаниями. Мы также приветствуем и богов, и богиню вечности, как и приветствуем богов и богиню времени и пространств. Приветствуем всех райских птиц. Вновь приветствуем всех солнечных богов. Мы приветствуем с вами и
богов-основателей и приветствуем богов славянских. Так, родные, мы с вами вновь приветствуем и сонастраиваемся с богом Родом, Рамхой, Дождь-богом, Ярилой, Перуном, Сварогом, Велесом и Велесыней, Смарой, Рожаной, Вестой, Алладой, Ясной Зарей, Семарглом, Лелем и Лелей, Световидом, Стрибогом и множеством других прекрасных богов этого рода. И мы продолжаем наши сонастройки, родные, приветствуя и сонастраиваясь с энергиями Святого Духа, которые в сути есть дыхание богов, питающее все творение. Мы настраиваемся, родные, на эти энергии в своем сердце, в своих сердцах и приветствуем великого Аа и духовную мать мира, приветствуем все небесные силы, серафимов, херувимов, всех силы, власти, престолы, всех архангелов и ангелов. Мы приветствуем с вами и настраиваемся с архангельским построением. Мы приветствуем с вами архангела Астариона, чье служение охватывает все сущее. Как и приветствуем архангела Галиона, служителя Вселенского Логоса. Приветствуем архангела Метатрона, служителя Галактического Логоса. Мы приветствуем архангела Гелиуса, служителя Солнечного Логоса. Мы приветствуем архангела Мельхиседека, служителя планетарного Логоса. Мы приветствуем и архангела Узиила, настраиваемся с его радужным пламенем, играющим мелодии новейших звуков, объединяющим в себе цвета энергии первых 7 архангелов. И мы приветствуем с вами и настраиваемся с энергиями архангела Заткиила, архея Метисты, настраиваясь фиолетовым лучом, фиолетовым пламенем свободы от иллюзий. Мы приветствуем, родные, и архангела Уриила, и архею Аврорус, настраиваясь золотым пламенем мира. Мы приветствуем архангела Рафаила, архею Марию, настраиваясь зеленым пламенем целительства и истин Бога. Мы приветствуем с вами архангела Гавриила и архею Надежду, настраиваясь с их чистейшим белым пламенем, несущим чистоту и гармонию Бога. Мы приветствуем и архангела Чемуила, архею Любовь, настраиваясь с розовым пламенем милосердия и сострадания любви. Мы приветствуем и настраиваемся с архангелом Джефилом и архией Кристиной, настраиваясь с желтым пламенем, несущим мудрость и просвещение любви. Так и настраиваемся мы с архангелом Михаилом и архией Верой, настраиваясь синим пламенем, а значит и синим лучом, несущим силу, власть Бога, Его защиту, также укрепляющие силу веры в нашем едином сердце. Далее, родные, давайте пожелаем сонастроиться и с новейшими аспектами любви. Это утешение Бога, это благодарность Бога, это смирение Бога,
сложение сил Бога и богоявление в сердце. Далее, родные, мы настроились с вами со всеми аспектами, со всеми силами новейшего сознания Бог, человек, ангел. Аллилуйя любви, аллилуйя нашему единству в любви. Давайте же, родные, желаем произвести настройку на единое дыхание единого божественного сердца. Это настройка, по сути, на божественную непрерывность от альфа до омега. Мы настраиваемся к единому дыханию, по радужному Тору, что объединяет все сущее от альфа до омега. Давайте же, родные, пожелаем сонастроиться, произвести сонастройку и по чакровой системе, ибо наша божественная расширенность и наше единое дыхание взаимосвязаны. Так, родные, давайте пожелаем сонастроиться и по новому звучанию чакр в нашей расширенности и сонастроенности, как с малой формой, то есть с нашим телом, так и в расширении на самые крупные формы. Так мы настраиваемся по первой чакре, что несет миролюбие. Настраиваемся по второй чакре, по божественному сотворению. Настраиваемся по третьей чакре, по божественному принятию. Настраиваемся по четвертой чакре, по лотосу жизнетворения. Настраиваемся и по пятой чакре, по звучанию жизни. Мы настраиваемся по шестой чакре, по свечению божественной природы. Далее мы настраиваемся по седьмой чакре, по целостности. И настраиваемся по восьмой чакре, по единству всего. Так, родные, сегодняшнюю медитацию мы назвали «Небесные глубины отражая». Цель медитации — создание глубинных и прочных связей для сотворчества с единым сознанием любви. Так, родные, мы продолжаем работать в единстве со всеми, и мы с вами настраиваемся на храм музыки небесных сфер.
Давайте пожелаем настроиться на этот храм, войти в него. Мы с вами настраиваемся с центральным кристаллом этого храма, настраиваемся с его звучанием. Приветствуем всех служителей, хранителей этого храма. Далее, родные, мы настраиваемся с многомерными камертонами звуков в едином звучании на каждом измерении. Ибо в каждом измерении звуки звучат по-разному. Для этого, родные, мы с вами настраиваемся по звучанию божественной октавы. Так мы с вами настраиваемся по звуку до. До дарует божественный огонь. Ключ. Я есть им проявление Бога. Далее мы настраиваемся по звуку Ре, что рождает единство в творении. Ключ к нему я есть им проявленное в материи сознание. Далее мы настраиваемся по звуку Ми, что дарует милосердие и сострадание. Ключ к нему — мистерия чудес огненных связей. Далее настраиваемся по звуку Фа, что есть философия божественного присутствия. Ключ к нему — божественная всесвязность, божественный дирижер. Далее настраиваемся звуком Соль, что есть исцеление светом единения и светом истин любви. Ключ к нему — свет истины звуком сердца, являясь сквозь миры. Мы настраиваемся со звуком Ля, звук, проявляющий любовь. Ключ к нему — я есть им связующее звено, раскрывающее свет в дар всем. Мы настраиваемся по звуку Си, что есть им свет истин. Ключ к нему — божественное откровение небес. Звуки, по мере проявления новых реальностей, увеличивают глубину тембрового звучания и полифоничность, частоту и глубину проникновения в самую малую и самую большую частицу.
Итак, родные, мы продолжаем, мы благодарим служителей храма, музыки небесных сфер. Далее мы вновь с вами, продолжая нашу световую работу, мы приветствуем и настраиваемся по священному триединству Мать, Отец, Дитя. Далее, родные, нам предстоит выполнить ряд настроек. Так, настроившись на священное триединство Мать, Отец, Дитя в силе новейшего сознания, Бог, человек, ангел, мы начинаем с вами настраиваться, и начинаем мы наши настройки со скипетра Отца. Мы настраиваемся со скипетром Отца, который проходит по вертикали ключа креста Вознесения. Далее, родные, давайте пожелаем произвести сонастройку положения ключа креста относительно ключа Сефирота. Далее мы желаем с вами сонастроиться со всеохватными сетями креста ключа Вознесения и с его порталами. И мы продолжаем с настройки, родные. Далее мы приветствуем сети глаза Бога и сонастраиваемся с этими сетями. Мы также желаем сонастроиться с усилением проявления глаза Бога в нашем едином сердце с Гаей. Мы продолжаем, родные, и далее мы приветствуем с вами матерей мира, приветствуем Божественную Мать, приветствуем сети сознаний матерей мира. И мы желаем сонастроиться с этими сетями для всеохватности и глубины связей со всем мирозданием. Далее, родные, мы с вами вновь приветствуем всех богов-творцов и богов-основателей. И мы сонастраиваемся с храмами и пламенами этих храмов, богов-творцов и богов-основателей.
И мы продолжаем, родные, наши сонастройки. И далее мы с вами желаем сонастроиться с энергиями жизни для проявления голограмм материальных реальностей, в том числе и тела человека. Далее, родные, нам вновь необходимо для проведения дальнейших процессов, вновь необходимо усилить наше единство, нашу целостность, а значит, мы вновь настраиваемся по новому проявлению сознания Бог, человек, ангел в плотной материи. И для этого мы желаем с вами максимально полно проявить сияние своего сердца в слиянии с божественными сознаниями. Мы также желаем максимально полно проявить сияние своего сердца в слиянии с космическими сознаниями, единым сердцем Хрисметы и с единым божественным сердцем всего расширенного космоса. Далее, родные, мы желаем наше сияющее сердце, единое с планетой Гаей, мы желаем его сияние максимально полно слить со Святым Духом, а значит, со всеми архангелами, археями, ангелами, серафимами, херувимами, силами, престолами, всеми силами Святого Духа. Далее, родные, усилив наше сияние в общем слиянии, мы желаем сонастроиться в единые торсионные, многослойные и многомерные поля единого непрерывного дыхания, обновленного мироздания, желая тем самым максимально полно проникнуть сиянием света сердца, как в самые малые, так и в самые большие частицы. Мы продолжаем, родные. Мы вновь обращаем наше внимание на сонастройку со Святым Духом. Мы желаем сонастроиться со Святым Духом, соединяясь с построениями архангелов. И мы
Сонастраиваемся зеркалами сердец, желаем сонастроиться зеркалами сердец, а значит, единого зеркалом нашего единого сердца с Гаей, первыми 7 архангелами, а также со всеми более высокими построениями архангелов. И в этой сонастройке мы зеркалами сердец желаем проявить все стяжаемые в плотный мир сети огненного единства через огни божественных сердец. И делаем это в сонастроенности с первородным огнем, а значит и первородной водой, ибо они едины, где каждый из нас отражает свой уникальный набор стяжаемых огней и сливает их в единство, в дар всем с огнями любви единого божественного сердца. Всеобщая мудрость единого и многообразного опыта усиливает соединенность и красоту мостов от сердца к сердцу, и потому мы снастраиваемся с чашами Грааля. Мы продолжаем, родные, работать, усиливая мосты от сердца к сердцу. Далее мы с вами вновь приветствуем и снастраиваемся с богиней вечности и с Тао богами. Они держат через себя все обновленное пространство, и вместе с ними мы снастраиваемся с храмами судеб. Настроившись на храмы судеб, давайте, родные, пожелаем снастроиться и по вратам Вознесения, то есть по ангхам. Снастраиваемся в этих храмах судеб с проявлением мостов, сплетения судеб всех душ в новом цикле.
Благодарение богине вечности и Тау богам. Мы продолжаем, родные, усиливать мосты от сердца к сердцу. И для этого мы производим сонастройку вновь с единым галактическим сердцем. Мы усиливаем мосты, связи от сердца к сердцу между всеми звездами, всеми цивилизациями и всеми душами космоса. И для этого, родные, мы вновь сонастраиваемся с обновленной ролью наших космических кураторов. Мы вновь приветствуем Сириус и сонастраиваемся по еще большей широте раскрытия врат истин. Мы приветствуем Орион и сонастраиваемся с еще большей красотой проявления единства в восхождении. Мы приветствуем Плеяды и сонастраиваемся еще большей широте усвоения и применения опыта мудрости. Мы приветствуем Арктур и настраиваемся по еще большей широте, красоте и прочности новых связей любви. Мы приветствуем Вегу и настраиваемся в еще большей красоте, широте, всеохватности и глубине нового опыта. Мы приветствуем Лебедь и настраиваемся по еще большей глубине постижения красоты себя как частички единого в дарении. Благодарение нашим прекрасным кураторам. И мы продолжаем, родные. Давайте пожелаем далее произвести настройку с храмом Тысячи Огней. И также с цепочками непрерывных связей сердца с ведущими столпами духа всех монад в единстве на сверхдушу Хрисмета. А это все владыки, аватары, учителя. Мы усиливаем связи от сердца к сердцу с ними. Благодарение всем этим прекрасным светочам, всем хранителям храмов Тысячи Огней. Мы едины в любви.
Далее, родные, давайте пожелаем с вами максимально полно закрепить все сонастройки, полученные на всех структурах космоса, включая плотный мир, и настроить это с чакровой системой сияющего сердцем человека в обновленном светозвуке. Давайте, родные, вновь вспомним новые аспекты нового звучания чакр. Это миролюбие, первая чакра, божественное сотворение, вторая чакра, третье божественное принятие, четвертый лотос жизнетворения, пятое звучание жизни, шестая свечение божественной природы, седьмая целостность, восьмая единство всего. Для лучшего и более полного закрепления и проведения всех настроек энергии можем использовать свой голос как проводник. Небесные глубины, отражая в недрах сердца, ты приближаешь дом божественный родной. У Бога сердца квантовое пространство-время,
Там все мгновенно, ты верь и любовью сияй. Вся глубина красот души исходит от истока, первоначально на сознаниях богов-творцов, позднее в игровых проекциях и общего урока, приумножая силу духа и созидающую любовь. Небесные глубины, отражая в зеркалах судьбы, скрываешь ты слоями входы в вечность Анхи, освобождаешься сознанием и от затейливой игры, входя в единый свет и возвращение в единство. Глубин небесных и сиянье не измерить никогда. Процесс живой и в бесконечности свершений. Нужны в материях сердца, внутри вас тишина. Тогда вас непременно ждут награды достижений. Небесные глубины, отражая в огненной стезе, что развивает дух и сердце человека в плоти, дают возможность проникать огнем небес везде, жизнь трансформировать на новый звук мелодий. Ты созидай, великое дитя, с родителями обнимаясь, ведь нет преград для сердца твоего великого огня, единством общего сознания с материей соприкасаясь. Готовим восхождение путь, и впереди уже манит заря. На этом, родные, мы с вами можем завершать сегодняшнюю медитацию. Благодарение всем небесным силам, всем богам, всем силам Святого Духа, всем архангелам, всем сияющим космосом. Аллилуйя нашему единству в любви, сияющему сознанию Бог, человек, ангел. Аллилуйя любви, родные. И до новых встреч!